Меня зовут Козлов Евгений. Я один из учредителей и технический директор компании Stelbri. Сегодня я вам расскажу про бесплатное программное обеспечение Stelbri Sound Test. Для чего мы создали эту программу? Дело в том, что к нам обращаются очень много монтажных организаций и интеграторов с просьбой помочь реализовать качественную запись разговоров на различных объектах. Как правило, у многих получается следующая картина. Здесь все понятно, классическая ситуация, сигнал переусилен. А все почему? А все потому, что ни в одной IP-камере нет индикатора уровня звука. Я не знаю, почему это происходит. Скорее всего, никто из производителей IP-камер не задумывался вообще об индикации звука. Именно поэтому мы создали эту программу. Вот. Здесь есть три ситуации. Либо при подключении внешних микрофонов к камере сигнал недоусилен, и мы ничего не слышим, либо, как в данном ролике, который я показывал, переусилен, то есть идет хруст, срезание верхушек, ну все, сигнал переусилен. Либо все хорошо, но это скорее исключение из правил. Я всегда сравниваю это с ситуацией, ну вот представьте видео, вы установили камеру, вы ее подключили к регистратору, вам ее необходимо настроить, но монитора вам не дают. Говорят, настраивайте слепую. И поэтому до настоящего момента, до выхода нашего ПО, мы всегда говорили следующее. Подключайте наушники и уменьшайте уровень чувствительности аудиовхода в камере до тех пор, пока не исчезнет хруст. Ну, хруст мы, как говорим, пока не исчезнет звук, как Гагарин в космосе. Вот. Наше программное обеспечение позволяет увидеть не просто осциллограмму с уровнем звука и не просто индикатор уровня звука, вот как здесь справа. То есть зеленый это нормально, желтенький это небольшое переусиление, но в принципе тоже хорошо, внимание. Ну, красный это переусиление. И у нас здесь есть внизу настоящий спектраанализатор реального времени. Сегодня я вам... Так, звук мы пока отключим, чтобы меня было лучше видно. Сегодня я вам расскажу про наше ПО от начала до конца. Прям от начала, от установки до подключения, продолжим подключением камеры и расскажу про все функции. Еще немного слов про Инстаграм. Еще год назад я считал Инстаграм такой вещью какой-то несущественной, смешной, где все выкладывают фотографию, там, я и губы, я и море, я и цветы, смотрите, какой рассвет, закат. Но полгода назад я кардинально изменил мнение по бизнес-страничкам, по бизнес-аккаунтам. К обычному Инстаграму, в общем-то, у меня мнение таким же и осталось. Вот. Дело в том, что за полгода я провел по стране 25 семинаров, и меня удивляло, когда я провожу семинар в компании Протек в Новосибирске у Жени Ситникова. И тут после окончания семинара мне присылает сообщение Антон Власов из Владивостока и говорит: да, классный был семинар. Я ему звоню, говорю: как, откуда? Вот. Ну ты что, на инсту, что ли, не подписан? Все руководители, все хозяева компании, у всех есть бизнес-аккаунты, все оперативно получают информацию. Именно поэтому мы создали бизнес-страничку в Инстаграме, наш бизнес-аккаунт Stelbri.ru, где, в отличие от сайта, мы будем выкладывать новости, о которых другие узнают только через полгода. Ну, допустим, мы разработали, вот на данный момент разработали новый микрофон HD, так называемый. Большинство о нем узнают только через полгода, а то и через год. Ну, из официального сайта, пока дойдет через дистрибьюторов, к дилерам, к субдистрибьюторам. А на страничке в Instagram мы можем анонсировать
наши новые разработки с реальной демонстрацией и показывать, как, что у нас работает. Ну, допустим, например, тот же ролик про производство. Это достаточно интересная вещь. Да, вся наша продукция разрабатывается и производится в городе Москва. То есть не в Китае, как многие думают. Вот. Поэтому, если будет у кого-то желание, подписывайтесь на нашу страничку. Обещаю, воды не будет. Будут только самые интересные новости. Будет реально интересно. Ну что ж, перейдем к самой программе Stellberry Sound Test. Для установки программы Stellberry Sound Test скачиваем установочный файл с сайта Stellberry.ru, запускаем его, разрешаем установку. Здесь вы можете выбрать язык установки, именно установки, а не язык самой программы. В программе также можно выбрать либо русский, либо английский язык. По умолчанию она на русском. Говорим ОК. Здесь же нам установщик сразу автоматически предлагает установить программу в директорию Program Files и создает папку Stellberry. Но у меня она создана. Впрочем, вы можете указать другой путь. Далее, да, вот она говорит, папка существует. Да, мы в эту папку и установим. Далее установщик автоматически создает значок на рабочем столе. Рекомендую эту галочку оставлять, потому что это очень удобно. Далее, все, нажимаем «Установить». И через несколько секунд программа Stellberry Sound Test будет установлена. Вот она. Все, завершаем. Все очень просто. Вот она, наша программка. Все, программу Stellberry Sound Test мы установили. Открываем ее. Программа загружается. Здесь есть индикатор загрузки. И после открытия программа предлагает ввести RTSP ссылку. У каждой IP-камеры, у каждого производителя RTSP ссылка своя. Но в данном случае под камеру Hikvision все очень просто. Здесь ссылка следующая. Здесь логин, здесь пароль, собака и IP-адрес. Вот берем ее, копируем. Ctrl-C. Если у вас камера, вы не знаете, какая у вас RTSP ссылка, необходимо просто обратиться к производителю или посмотреть в интернете. У каждого производителя свои RTSP ссылки. Я пока не понял, почему они разные, но здесь есть два варианта. Либо различные производители не хотят, чтобы их оборудование работало с другими камерами, ну, допустим, видеорегистратор, либо просто не заморачиваются и получается, как оно есть. Я сторонник второго варианта. Вот. Сюда вводим RTSP ссылку на нашу камеру. Нажимаем ОК. И появляется наша программка Stellberry Sound Studio. Для того, чтобы запустить поток, необходимо нажать кнопку Start. Вот. Появляется форма сигнала и видео. До настоящего момента я озвучивал ролик внешним микрофоном. Сейчас все, что будет происходить дальше, мы будем записывать слышать звук. Да, записывайте слышать звук через IP-камеру. Сейчас переключусь и продолжим. Все, теперь мы слушаем звук через IP-камеру. Первое, на что хотелось бы обратить внимание в программе Stellberry Sound Test, это вот эта вот галочка, называется предпросмотр. Если вы ее устанавливаете, то на ноутбуке можете слушать звук, который выдает IP-камера. Если я ее уберу, то звук исчезнет.
Снова установили галочку, звук появился. Также вы можете установить комфортный для себя уровень громкости. Прежде чем рассказывать про программу Stellberry Sound Test, давайте зайдем в веб-интерфейс IP-камеры. Вводим логин, вводим пароль. Входим в веб-интерфейс, в настройки. Идем в настройки видео-аудио. Сразу хочу обратить внимание, что по умолчанию в камерах стоит только поток видео, без аудио. Поэтому в большинстве случаев к нам обращаются и говорят, мы звука не слышим. Всего лишь надо поставить видео и аудио на потоке. И не забыть нажать кнопочку «Сохранить». Я периодически забываю. Идем в аудио. Сейчас у нас стоит один из самых лучших кодеков. Это MP2L2. Также в камерах присутствует, и в большинстве камер вообще используются 711 кодеки. Ну, вот эта серия G7, G711, G722, G726. Это все не очень хорошие кодеки. Они предназначены для записи телефонных разговоров. У них только один плюс. Они очень сильно жмут звук. Собственно, задача кодеков не улучшить качество звука, а не сделать его плохим. Смотрите, сейчас я продемонстрирую, как эти кодеки работают. Когда я нажму кнопку «Сохранить», у камеры вступят в силу новые настройки и поток пропадет. Собственно, после этого появится окошко, что поток пропал, и в программе Stellberry Sound Test необходимо снова нажать кнопочку Play. Все, 711 кодек, качество звука значительно ухудшилось. И даже если смотреть по частотным характеристикам, высокие частоты ушли, о шипящих и свистящих звуках мы можем забыть. Смотрите, 726 кодек, казалось бы, цифра больше, значит он будет лучше. А вот и ничего подобного, он жмет звук еще сильнее. Слушаем. Теперь качество звука стало еще более неудовлетворительным. Именно поэтому на многих объектах монтажная организация изначально не может добиться хорошего качества записи разговора. Но зайдем снова в кодек MP2 L2. Все, качество звука снова стало прекрасным. Еще один момент. Да, почему я все это рассказываю? Да, Stellberry Sound Test инструмент, здорово, хорошая программа, но вот эти ошибки, которые совершают... Для чего она вообще нужна? Для того, чтобы правильно выбрать настройки в камере. Смотрите, еще одна ошибка. Необходимо установить правильный тип аудиовхода. Всегда надо устанавливать line-in, то есть линейный вход. Если мы устанавливаем mic-in, микрофонный вход, этот вход предназначен для микрофонного капсуля. И если мы его установим, будет жуткое переусиление. Вот, пожалуйста, идет переусиление, звук неразборчивый. Многие с этим сталкивались, потому что по умолчанию стоит именно эта настройка. Переходим снова к line-in. Все, звук опять у нас хороший и прекрасный. Далее, смотрите. Частота выборки.
даже не сомневайтесь, ставьте все характеристики по максимуму. То есть, если стоит 16 кГц, то это 16 тысяч раз в секунду мы оцифровываем звук, а по теореме Котельникова мы получим не более 4 кГц в максимуме. Ну, по факту-то 2, не более того. Если 48 кГц, уже можем рассчитывать уверенно на, фактически на 12 кГц воспроизведения. И ставьте максимальный битрейт, но если вам 192 много, по крайней мере 96, но меньше 64 лучше не ставить, потому что качество звука также будет ухудшаться. Вот. Не бойтесь этого потока, потому что даже при максимальных настройках аудиопоток будет составлять не более не более 6-7% от видео. Все, поехали дальше. Из чего состоит программа? Да, самое главное. Вы можете, вот здесь есть 3 кнопочки базовые, показать все, показать только видео или показать только аудиопоток. Кстати, мы недавно внесли в программу изменения, и поэтому, если камера выдает только видеопоток, да, вы будете видеть видео, но всплывет окошко, что имеется только видеопоток, а аудио отсутствует. Также есть камеры, у которых можно по RTSP вытащить аудиопоток. В этом случае наша программа также вытащит аудиопоток и будет показывать его без видео. Вы можете также, вот здесь есть кнопочка, изменить прозрачность. Либо меня будет хуже видно, но будут видны графики звука, либо вот совсем мало можно сделать, еле-еле видим звук и здорово видим изображение. Но в среднем 40-50%, 50%, этого нам вполне достаточно. На программе, что самое главное, мы на программе видим уровень звука, видим, что он не шкалит. Если мы здесь, опять же, в камере изменим входную громкость, то громкость, сохранить надо, то уровень звука также уменьшится. Вот, в данном случае увеличиваем громкость, и сразу же на графике мы видим, что звук стал нормальным. Вот. Здесь вы контролируете уровень звука по осциллограмме. Здесь справа у нас есть также шкала звуковая. Зеленый хорошо, желтый внимание. Но если красный, если будет перешкал, то все, уже перешкал. Кому как удобно. И здесь есть спектраанализатор реального времени. То есть вы можете увидеть, по каким частотам, какие помехи идут в случае, если вы используете наши микрофоны, допустим, Stelberry M90 или Stelberry M100 или Stelberry 2000 серии, это направленные уже микрофоны. Вы можете эти частоты вырезать. Это очень удобно, потому что вы видите, на какой частоте что происходит. Также вы можете выбрать, по умолчанию идет по дефолту, но тем не менее вы можете выбрать устройство, на которое будете вводить звук через ноутбук. Допустим, некоторым хочется, чтобы была подключена внешняя аудиокарта. Ну, пожалуйста, выбирайте, будете слушать звук через нее. Далее. Вот. Здесь мы выводим информацию о кодеках, о видеокодеках, о разрешении, сколько кадров передает. Но нас больше всего интересует именно аудиокодек. Вот сейчас идет MP2 L2, вот MP2 Layer 2, 16-битный планарный канал моно, частота дискретизации 48, битрейт 192. Очень удобно. Вы можете даже не ходить, снова не заходить в веб-интерфейс, а видеть вся информация перед вами. Так, далее. У нас можно поменять язык интерфейса. Сейчас мы этого делать не будем, но когда вы его меняете, программа перезагрузится. И также можете установить папку для логов.
если это необходимо. Вот. Далее, опять же, вы можете стартовать или останавливать поток. Да, кстати, вот у нас камера сейчас введена. Вы можете добавить ее в закладки. Говорите имя закладки, там, допустим, Hikvision, Hik1, и говорите ОК. И в следующий раз, когда будете открывать программу, эта камера уже будет сохранена. Ну, допустим, берем новую камеру, и вот здесь вот имя этой камеры уже есть. Вы просто щелкаете, и у вас все уже в памяти. Это очень удобно. Вот. Мы старались продумывать. Также можно отредактировать закладки. Вот. Берем закладку и, допустим, можем ее как-нибудь там переименовать. Была Hik1, а теперь Hik, допустим, Casa1. Вот. Вот. Пробельчик поставим. Ну, камеру могли переместить. Вот. Окей. Все. Далее. Мы можем изменить цвет шкалы. Вот. Я ее сделал сейчас желтым. Ну, кому как нравится. Тем не менее, мы на этом тоже хотели сделать так, чтобы людям было удобно. Потому что если в программе работать удобно, ну и устать. Меньше усталости будет. Также можно изменить цвет подложки. Вот здесь подложка есть, но в данном случае ставим просто черный. Кому-то может нравиться зеленый, розовый, кому как нравится. Далее идем. Здесь вы можете изменить цвета шкалы. Допустим, вот нормальная зона, средняя зона, максимальная зона. Ну, сделаем среднюю зону, допустим, голубой. Вот, все. У нас изменились с вами шкалы. Ну, по факту здесь по мировым ГОСТам сделано, поэтому внизу зеленые. Ну, кому как нравится. Берем волновую форму. Вы можете, по умолчанию у нас сделано, да, ее также можно изменить. Может быть, вам красная нравится, но она более раздражающая, или синяя, либо зеленая. Это очень важно. Это просто уважение к пользователям, чтобы можно было выбрать именно тот стиль, который не утомляет. Также можете вывести логарифмическую шкалу. Это больше для профессионалов, потому что мы видим уже все по-другому. Логарифмы — это такая вещь, что каждые 20 дБ это увеличение, либо уменьшение, если минус. Да, каждые 20 дБ это изменение в 10 раз, ну, допустим, увеличение относительно предыдущего. Но по умолчанию делаем линейную, это больше для профессионалов, но тем не менее мы это сделали. И также можете ускорить воспроизведение осциллограммы. Кому как нравится. Либо быстро, либо очень медленно, либо среднее, но 4 пикселя вполне достаточно. Ну, даже не 4, даже где-то 20 на... Нет, давайте на 8 остановимся. Вот. Спектроанализатор. Вы можете вот, увидеть все вплоть до совсем низких значений. Но это если совсем уж будет все тихо. Вот. Либо взять и изменить нижнюю границу. Ну, как правило, минус 80 дБ. Потому что если очень шумно, надо еще меньше ставить, ну, чтобы было удобно. Также можете использовать любой из фильтров для сглаживания. Вот. Там Блэкмана, Велча, Гаусса. Будет просто по-разному сглаживаться нижний график. Также можете это смотреть, можете низ, ну, спектр смотреть сглаженным, можете его сделать дискретным, ну, в данном момент сглаженным. Можете также, опять же, изменить его цвет и можете изменить прозрачность. Либо он будет жестким, либо вот так аккуратненько, немножко залитым, либо совсем чуть-чуть залитым. Вот.
Так, ну на 20-ке остановимся. Нет, давайте 10-очку оставим. Также можем выводить его в реальном времени, усредненный, то есть за какое-то время. Потому что если идет постоянный свист, то в реальном времени на фоне других частот его будет не разобрать. Либо максимальный, то есть какие максимальные значения, либо минимальный спектр. Но если мы не ищем частоты, то идем в реальном времени. Вот что может программа Stellberry Sound Test. То есть по факту, когда вы ее ставите, она сразу же начинает работать. Вот все эти дополнительные функции сделаны по принципу 10 заповедей дизайна. Основная заповедь дизайна это гласит, что дополнительные функции не должны мешать основному. Но для примера, если мы покупаем чайник, а он с операционной системой, для того, чтобы вскипятить чайник, нам необходимо загрузить операционную систему, выставить разные функции. Нет, нужно сделать чайник, да, он крутой, там много чего интересного есть, но должна быть кнопка «Вскипятить воду» и «Отключить». Все, дополнительные функции, они всего лишь помогают нам. Вот, поэтому вы теперь можете контролировать форму звука и получать прекрасные записи разговоров. Все, спасибо за внимание. Вроде бы я ничего не забыл. Нет, я ничего не забыл. Вот, и опять же, возвращаясь, да, к РТСП потоку. У каждого производителя свой тип РТСП потока. Если у Hikvision все логично, логин, пароль, собака и IP-адрес плюс порт, то у многих остальных камер идут точка, запятая, вопросительный знак и... Ну, точка навряд ли. Да, нельзя. Вот. И всякие нехорошие значки. Поэтому уточняйте, в каком РТСП потоке передает камера и структуру РТСП поток. Ну, по факту вам нужно только как логин и пароль сделать. Все. Спасибо за внимание.